Всем привет на этом канале. Вот пишет мне один джигит. Говорит, скажи мне, как джигиту, как регулируется вот эта вот пружинка. Вот эту вот пружинку имел в виду, которая пружинка регулятора она называется. Вот тут видите, вот это поводочек регулятора. Вот этот поводочек тяга идет, и здесь вот стоят грузики центробежного регулятора всережимного. Вот это поводочек регулятора, который давит непосредственно на грузики. Дальше идет натяжительная пружина, а дальше идет регулировочный винтик. Вот он. И вот это все дело, оно идет куда? На ручку газа. Вот на эту вот фигню. Вот видите, таскаю, и там пружиночка растягивается. Вот так вот покажу. Видите? Я туда-сюда нажимаю, то есть газ добавляю, и та пружинка растягивается. И вот эта пружинка есть неотъемлемая часть регулятора всережимного дизельного двигателя. То есть это часть регулятора. Вот эта пружинка задает натяжение на грузиках. Вот, и, соответственно, вот этой пружинкой вы регулируете, какая подача топлива у вас будет. То есть сколько топливный насос подаст у вас солярки на форсунку. То есть, как вы поняли, пружинка это непростая, очень непростая. Но на самом деле регулировка ее очень простая, и приводится она, как ни странно, к холостому ходу. А если даже правильно сказать, к тому, как глушится ваш двигатель. Потому что если эту пружинку вот этим винтиком регулировочным перетянуть, то вы свой дизель хрен заглушите. Поэтому как ее регулировать, рассказывай. Вот здесь у вас на рычаге, на правом, есть ручка газа. Вот так вот должен глушиться двигатель подачей топлива. А вот так вот вы газ добавляете. Вот так вот полный газ, когда она наверх. А вот так вот глушится. Так вот пружинка это регулируется вот по этой штуке. Ставите эту штуку так, чтобы двигатель вроде глушиться должен, вроде как вы перекрыли подачу топлива. А дальше откручиваете вот этот болтик и запускаете двигатель. То есть даете газ, запускаете двигатель, он работает. И начинаете потихонечку этот газ отпускать. У вас появятся холостые обороты, а потом при каком-то положении у вас двигатель заглохнет. И вот когда он заглохнет, вы затягиваете этот винтик, потому что вот это тяга газа. Вот. И должно у вас получиться так, что вы вот на рычаге клавишу опускаете вниз, то есть прекращаете подачу, и у вас двигатель должен устойчиво глохнуть. Ну, такое вот странное выражение, устойчиво глохнуть. Потому что если пружинка это будет сильно натянута, то он у вас не заглушится. То есть вы полностью газ отпустите, вот там на рычаге, на рогах, а он все равно будет продолжать работать на холостых оборотах, потому что пружинка будет натянута. Тогда вам надо будет выходить, подойти на правую сторону двигателя и вот так вот рычагом вверх поднимать, чтобы двигатель заглох. А это очень неудобно. Поэтому глушиться двигатель должен из рогов, то есть той клавишей, которая на рогах. И вот этой тягой вы регулируете так, чтобы когда опускаете подачу вниз на рогах, он устойчиво, этот двигатель, глох. А когда чуть-чуть только на себя немножко подвинули, у него были холостые обороты. То есть ставите так, чтобы клавиша на минимум глушила двигатель. Вот чтобы у вас не получилось так, что вы вот так вот клавишу ведете, раз у вас уже двигатель заглох, а у вас еще остался ход клавиши на уменьшение. То есть он у вас должен глохнуть вот в самом конце. Вот идет, он еще на холостых работает. Чуть-чуть подвинули на уменьшение, и он устойчиво заглох. Вот так вот должна отрегулирована быть вот эта вот тяга. Потому что если она будет отрегулирована неправильно, и он будет глохнуть раньше, вот здесь, допустим, то вы, когда будете давать полный газ, то у вас обороты не будут развиваться, потому что не хватит тяги вот этой. То есть натягивание тяги мало будет. Расстояние маленькое будет тяга проходить. Поэтому тут борьба за расстояние. Вот так вот. Идете, он еще на холостых работает. Доходите до самого конца, он еще на холостых работает. Все отрегулировано правильно. Чуть-чуть добавили, раз, и он заглох. Вот так вот все это дело регулируется. Потому что если неправильно, то не будет нормального полного газа. Но я вам даже так скажу, что на этих двигателях вот это вот расстояние, оно немножко неправильно сделано. Некоторые люди меняют вот эту штуку, вот этот привод. Потому что даже когда на этом двигателе полностью даешь газ, то все равно немножко еще можно газ добавлять. То есть двигатель позволяет добавить газ. А вот ход этой штучки, вот этого регулятора, он этого не позволяет сделать. Мне когда иногда газу не хватает, я там уже полностью все натянул регулятором, а еще можно. Я тогда просто рукой вот так вот беру и тягу натягиваю. Вот, и тогда у меня газ на полный. И летит двигатель, это, понимаешь, по трассе только черный дым стоит, как паровоз.
Формула-1 получается. Бежит он хорошо, бежит он 24 км в час, это немало на самом деле. Теперь джигит по поводу вот этого вот винтика, как его регулировать. На самом деле, что вы будете крутить этот винтик, что вы будете подвигать тягу вот в этом месте. То есть открутите этот винтик, будете тягу туда-сюда подвигать. Регулировка одна и та же, потому что и в том случае будет натягиваться и отпускаться пружинка. То есть это одно и то же. И вот этот винтик, он у меня, видите, стоит в среднем положении. То есть ни туда, ни сюда, ни вашим, ни нашим. И если вдруг вы не можете вот этой тягой, хотя это невозможно, отрегулировать так, чтобы глушился двигатель, стабильно глушился, то тогда надо немножко отпускать эту пружинку. То есть вкручивать этот регулировочный винтик, чтобы пружинка ослабла, чтобы устойчиво глох двигатель. Вот. А если наоборот, вот то, что я вам рассказал, что вы до конца давите на газ, у себя там на рогах, вот так вот пружинка натянулась, и все равно немножко остается у вас, ну, скажем так, недотянутость. Мотор еще можно натянуть, потому что максимальные обороты этого двигателя регулируются на регуляторе механическом, всережимном. Там есть специальный регулировочный винтик, он регулирует максимальные обороты этого двигателя. И та регулировка не даст вам развить обороты больше, чем можно, потому что если обороты будут больше, то у вас просто перекроется подача топлива на ТНВД. Он начнет, ну, вернее, перестает подавать солярку на форсунки, и тогда у вас обороты выше подняться не могут. Так вот, если вы тягой вот этой вот не можете натянуть обороты максимальные, то тогда вот этим винтиком натягиваете пружинку, натягиваете так, чтобы у вас были максимальные обороты. И это будет правильная регулировка. А то, чтобы он глох, потом регулируется вот этим вот винтиком. То есть двигаете ползунок вот по тяге и добиваете, чтобы он устойчиво глох. Но лично у меня, как я сказал, отрегулировано не на полные обороты. У меня отрегулировано где-то на 80% обороты. То есть у меня есть еще запас. Ну, не люблю я гонять на максимальных оборотах, потому что это негативно сказывается на ресурсе двигателя. Мне, когда надо еще больше газа, то я просто рукой вот дотягиваю, и тогда у меня все хорошо. А вот чтобы рукой вот так вот не дотягивать, то тогда надо мне подкрутить вот этот вот винтик регулировочный. Когда я его подкручу, то есть натяну пружинку немножко больше, то мне дотягивать рукой не надо будет. Вот. Но у меня немножко отпущен, потому что, ну, я так люблю. Я такой любитель, чтобы у меня двигатель на максимальных оборотах не работал. Это лично мне старческие маразмы. А регулируется все вот таким вот способом. Сначала вот этим винтиком регулируете полную подачу газа, чтобы двигатель развивал полные обороты, паспортные, так сказать, вот, которые ему положены, максимальные. А регулировать этот винтик правильно так. На рогах ставите максимальную подачу топлива, то есть тот регулятор на рогах поднимаете наверх, как на максимальную подачу. Вот этим винтиком затягиваете эту пружинку, натягиваете так, чтобы были у вас максимальные обороты. Для этого вам тахометр, конечно, надо. Желательно, чтобы был. Но даже без тахометра вам регулятор не даст лишних оборотов развить. То есть ставите этим винтиком, натягиваете так, чтобы пружинка выдавала максимальные обороты. И после того, как у вас уже появились максимальные обороты, вот этим винтиком по тяге двигайте ползуночек до того момента, пока у вас двигатель начнет устойчиво глохнуть, когда вы на рычаге, то есть на рогах, опустите регулятор в самый низ. То есть он устойчиво должен глохнуть. На самом деле две регулировки. Вот тут максимальные обороты, вот тут как он должен глохнуть. Вот и вся премудрость. Ничего страшного тут нет. Такие вот дела. Так, на сегодня такое видео, джигиты. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно лайк, потому что я жадный джигит. И обязательно пишем в комментариях, кто как регулирует.